В этом выпуске подведение итогов сразу двух соревновательных форматов. Студия Maestro представила свою уже нашумевшую семерку. Студия AZ13 что-то от нас скрывает. И многое другое. Всем привет! Все мы знаем, что мир автозвука в последнее время стал очень популярен, особенно в таких странах, как Россия, Америка и Бразилия. Там проводятся крупные соревнования, фиксируются максимальные продажи автозвуковой техники, ну и, конечно, бахающих тачек по району тоже достаточно. Не нужно громко музыку слушать именно в спальных районах, а вот в таких местах, когда ты едешь просто по дороге, почему нельзя? Но не все могут похвастаться такой высокой популярностью. Во многих странах автозвук имеет статус. Что это, блядь, вообще такое? С этим столкнулись и наши ребята с Израиля, со студии Drive Club. Но это не помешало построить громкий проект на очень хорошем уровне. Honda Civic 6-го поколения с двумя сабвуферами Ural Patriot в оформлении Band Pass 6-го порядка. Как рассказал Даниил, владелец проекта, Honda приехала к ним в очень печальном состоянии, в ней не наблюдалось половины запчастей. И для того, чтобы зарядить проект аудиосистемой, необходимо было изначально поставить ее хотя бы на ход. Далее, после восстановления автомобиля, было принято решение построить шоу-кар полностью на монобренде Alphard. Но и тут не задача. После пересечения техники через границу Израиля, она заказывалась в России, аудиосистема становилась в 2 раза дороже. Спасибо таможне! Но и это, ребят, не остановило. А остановило то, что по приезду сабвуфера DevBones первой версии, к тому времени компания Alphard обновила эту серию на версию Apocalypse. И как оказалось, старую и новую версию сдружить не получится. Поэтому временным решением было принято поставить сабвуферы от компании Ural серии Patriot. Сама система состоит из двух рупоров T35, двух середин M60 и одной пары медов W80. Сабовое звено, как я говорил выше, это два сабвуфера в оформлении Band Pass 6-го порядка. В багажнике же расположены два 4000 моноблока, два мачете M134 и один MFC 120.2. И все это красиво оформлено оргстеклом с подсветкой. На данный момент Honda уже валит 155 дБ. Кто-то скажет мало, а я скажу, что это самый популярный и самый известный шоу-кар в Израиле. Она уже собирает около себя довольно большое количество людей и привлекает других создать что-то похожее. Как сказали ребята, в следующем году система будет изменена и будет добавлено 4 сабвуфера серии Apocalypse, оформление останется тем же. Соревновательный сезон сейчас в самом разгаре, и порой просто не успеваешь рассказать о всех событиях, которые проходят в нашей стране, так как их большое количество. Ну а пару событиях мы вам все-таки расскажем. 7 июля в городе Белгород прошел очередной соревновательный этап формата DB-Drag. Судя по таблице замеров, Андрей Бровкин так и не смог показать заветный плюс 160, но уже близок к цели. На тебе не фокусируется камера. У тебя 160 нету, поэтому не фокусируется. У меня есть борода. Помимо громких и тюнингованных автомобилей, этап также посетили сотрудники ГАИ. Но не для того, чтобы штрафовать всех подряд, а для выставки своих советских и новейших служебных автомобилей. 8 же июля, на следующий день, прошли еще одни соревнования. Фестиваль на стиле в городе Ставрополь, в рамках которого прошел этап формата SPL Show. Довольно необычная площадка, представленная заводом Stav Прицеп. Этап посетило множество громких проектов, таких как Ford братьев Black Star Audio, тот самый, в котором никто не смог высадить. Стереозона Владикавказ, Team Oris, Team Avatar и множество проектов с ближайших регионов. Из интересного, ребята со студии Black Star Audio так и не смогли быть громче, чем местные ставропольские парни. Правда, только по фронту. Я вас убедительно прошу, в глазе форты никогда 170, сука. Но этап посетил еще один довольно интересный проект, который уже успел нашуметь, еще и не успев достроиться. Это семерка от установочной студии Maestro. Это ж они тогда записали видеоответ Вите и Тёме на их оригинальное исполнение открытия дверей. По фронтам, пацаны. И открывается
Вот так автомобиль. Проект действительно получился оригинальным, даже несмотря на двери, которые могут открываться в двух режимах, хотя и этого уже хватило бы. Также ребята отличились своей неординарной установкой тыла, она просто выезжает с заднего стекла. Но вы думаете, они на этом остановились? Все усилители установлены не как мы уже привыкли видеть в багажнике, а прям на крыше, точнее под ней. Пацаны, вам бы еще и сабы вместо колес, тогда бы точно проект года был бы ваш. Слушай, а звучит очень даже неплохо. Семерка уже установлено неимоверное количество динамиков, а именно 48 штук 16 рупоров Patriot Neo, 24 рупора, 6 коаксилок и 7 шестиканальных усилителя Урал 6.180. Лично мне нравится такое исполнение открытия дверей. Проект же построен на эстраде, значит рассчитан озвучивать площадь, но при стандартном решении зачастую задние двери попросту не дают играть передним, так как они их перекрывают. Здесь такой проблемы не предвидится. Семерка Альфард тоже успела отличиться, раскачав Ростов буквально в это же время. После матча Россия-Хорватия, где Россия за малым чуть не вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, но все-таки уступив первенство хорватам, И пофигу, мы все равно болели за Россию, и мы рады за нее. семерка не дала скучать фанатам, и прям рядом с театральной площадью ребята врубили музон, что есть мочи, тем самым развеселив и раскрепостив народ. Что там только не происходило. Одни танцевали рядом под народные песни, кто-то отжигал прямо на крыше семерки. По пути, когда ребята только ехали туда, их даже сопроводили сотрудники полиции. Мама, криминал. Семерку колонку сопровождает полиция. Правда, потом в конце веселья оштрафовали за парковку в неправильном месте. Лично я советую посмотреть этот ролик, там реально много позитива. Плюс можете прочувствовать, как Ростов гуляет. А гуляет он на все 100. Крыша семерки тому подтверждение. Проекты от подписчика. А мы продолжаем нашу рубрику «Проекты от подписчика». И в этом выпуске хотим рассказать о выходе еще одного нового проекта на монобренде Dynamic State. Это обновленная Тренаха из Георгиевска. Хозяева проекта Андрей Нерсисян и Кимран Илумов совместно со студией Epicenter of the Sound заморочились не на шутку. Тренажка восстановлена полностью, заменена вся тормозная система, подвеска, обновлен внешний вид, теперь она в цвете калифорнийского мака и с белыми тапками. На сейчас сам проект еще в работе, готовится стена на 4 пятнашках, но фронт уже готов. Это 4 пары рупоров DTS Force, 8 пар медов, 2 3800 Моника и 2 Sundown Audio. Пожелаю успехов ребятам достроить этот проект до конца сезона и успеть удачно на нем выступить. Недавно шарясь по просторам интернета, мы наткнулись на очень подозрительное видео, которое заснял Саша, владелец бренда AZ13, где показал неофициальный результат в купленного Виталия Давидовича Волге 179 и 16 дБ. Но подозрительным показался даже не этот страшный результат, а цифры, которые были нарисованы на клетке, о которых Саша ничего не сказал. Правда ли это и действительно ли мы увидим заветные 183+ в этом легендарном автомобиле? Мы узнаем на ближайших этапах. Кстати, эта Волга очень долгое время держала абсолютный рекорд в России и СНГ с результатом 179,1. Но этот результат был побит одним из членов этой же команды, к сожалению распавшейся. А на этом выпуск новостей подошел к концу. Обязательно ставьте лайки и не забывайте подписаться на канал, чтобы оставаться в курсе всех событий, касающихся автозвука. Всем пока, живите громко!